Такую халву в магазине вы не купите. Она в 100 раз вкуснее. Сейчас разрежем, посмотрим, какая она внутри. Вот такая халва у нас внутри. Тонкий шоколад и нежная середина. Друзья, давайте приготовим сегодня арахисовую халву в шоколаде. Она получается вкуснее, чем в магазине. Для этого нам понадобится сахар, арахисовая паста, шоколад, белок и вода. В ковшик я выливаю воду. Сюда же добавляю сахар и будем варить сироп. В отдельную миску я добавляю яичный белок и сейчас его взобью. Вот до такого состояния взбиваем белки. Сироп варим до 120 градусов. У меня вот такой электронный градусник. Полный рецепт ингредиентов будет в описании к видео. Наш сироп густеет. Сейчас температура почти 107 градусов. Если нет такого электронного градусника, как можно проверить? В мисочку наливаем воду холодную. Берем ложкой немного сиропа, окунаем сюда и пробуем скатывать на шарик. Сироп немного, опускаем в воду и смотрим. Если он мягкий, видите, это еще не готов сироп. Если он будет твердый шарик такой, значит сироп наш готов. Сироп наш готов, выключаем. Теперь наш сироп будем выливать тонкой струйкой и взбивать миксером. Наш сироп готов. Он получается вот такой глянцевый. И сейчас мы будем сюда заливать арахисовую пасту. Высыпаем пасту арахисовую и все быстренько перемешиваем. Вот это все нужно очень быстро перемешать. Готовую смесь я перемешала и теперь буду выкладывать ее на досточку. Вы можете вылить ее в форму, но я выложу на досточку, мне так удобнее будет ее нарезать потом на квадратики. И вот так все разравниваем. Вот так я придаю ей форму. Халва немножечко стабилизируется, и потом я ее разрежу на такие квадратики. Она пока мягенькая, но застынет быстро. Пока халва теплая, я ее разрезала вот на такие кусочки. Шоколад нам нужно растопить, можно его в микроволновке. Я буду растапливать на водяной бане. Это профессиональный шоколад Callebaut. Вы можете взять обычную шоколадку из магазина и также растопить. В ковшик я налила воду, кладу салфетку сюда и ставлю шоколад. Салфетку кладу, чтобы мисочка не треснула. И потихоньку буду помешивать. Шоколад нужно все время помешивать, так он не подгорит. Шоколад я разогрела, он у меня, видите, такой менее тянучий. Чтобы более жидкий стал, я добавлю сюда 2 столовых ложки растительного масла. Теперь хорошенько все перемешаем. Так, шоколад у нас получится более жиденький и будет
хорошо покрывать халву. Нашу халву мы опускаем в шоколад, вот так ее, и поднимаем и постукиваем вот так, чтобы лишний шоколад ушел. И снизу я провожу такой шпажкой, убираю лишний шоколад. Готовый шоколад я выкладываю на досточку вот так. Вот такая арахисовая халва в шоколаде у нас получилась. Сверху вы можете украсить по желанию, а можете оставить так. Я немного халву украшу. У меня вот такие есть цветы из шоколада белого. И поставлю сверху. Еще немного посыплю орешком. Вы можете, в принципе, украшать ее или нет, по желанию. Вот такие орешки у меня. Это грецкий орех. Можно фисташкой украсить. Вот такая халва у нас получилась. Теперь я поставлю в холодильник, чтобы шоколад стабилизировался. Если вы шоколад темперируете, то не нужно в холодильник ставить. Такую халву в магазине вы не купите. Она в 100 раз вкуснее. Сейчас разрежем, посмотрим, какая она внутри. Вот такая халва у нас внутри. Тонкий шоколад и нежная середина.